Прокачка остановлена. Последствия нового удара дронов по российской нефтянке уже ощутили на мировых биржах. Москва снова наносит удар по Азербайджану. Случайность или новая страница в конфликте? Международное эхо скандала дела Мидаса. В Европе требуют объяснений от Зеленского. Кольцо вокруг диктатора сжимается. Пентагон озвучил начало новой операции. Второй за 3 дня страна НАТО снова потеряла самолет и опять за рубежом. Эпидемия опасной болезни расширяется. Заболели уже сотни тысяч, умерли тысячи. Марс стал ближе, исторический запуск состоялся, конкуренты подвинули Илона Маска. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина нанесла удар по одному из ключевых нефтяных узлов России на Черном море. Это капец. Бля. В ночь на пятницу 14 ноября Новороссийск пережил самую массированную атаку украинских дронов за последние месяцы. Под прицел попал терминал Шесхарис, стратегический объект транснефти. В результате на его территории вспыхнул пожар, но этим не ограничилось. Батя, вот это уже попадание. Как мы сейчас подпрыгнули, такие ребята. В порту пострадало гражданское судно, ранения получили 3 моряков, их госпитализировали. Несколько многоэтажек также приняли на себя удар из-за воздействия ПВО на дроны. Работали 172 спасателя и 51 единица спецтехники. Масштаб разрушений скрыть сложно. Каков масштаб ущерба, пока не ясно, но известно, что Транснефть остановила прокачку сырья в порт. Это ужас какой-то. Выйди, пойдем. Громко было и в Саратове. Судя по сообщениям местных жителей, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод. Очевидцы опубликовали видео с заревом, густым дымом и огнем, который был виден из разных районов города. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин к 5 утра подтвердил сам факт удара. Детали он раскрывать не стал, ограничившись фразой о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Это уже 2-я атака на этот завод за неделю, 6-я за осень и 8-я с начала года. Киев снова пережил одну из самых тяжелых ночей за время войны. Российская армия ударила по городу более чем 4 сотнями дронов и ракет. Кроме кинжалов, агрессор использовал гиперзвуковой циркон. Попадания зафиксированы в большинстве районов города. Погибло 3 человека, почти 3 десятка ранены. Среди пострадавших 2 детей 7 и 10 лет. 9 раненых пришлось госпитализировать, включая беременную женщину. По данным полиции Украины, повреждены около 30 домов, больниц, школа. І тут я розумію, що на мені горить волосся. Я нічого не чула, нічого не бачила. І дзвон в ушах. Повертаюся спиною, я сиділа спиною. Нема стіни сусідам, взагалі нема. Двері на вхідні у мене вирвало, і оттуда йде полум'я. Просто звук шахеда, який летів дуже швидко і різко пішов на пониження. Ми встигли вийти в коридор, вискочити, і в цей момент просто вибух. Все. Дим, вибух, крики, все горить, все димить. Подобная ситуация и в Киевской области. Многочисленные пожары, разрушенная инфраструктура, 6 раненых, включая ребенка. Областная администрация подтверждает, под удар попали жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры. Кроме атак по жилым домам, захватчики в очередной раз нанесли удар по дипломатическому представительству. Как сообщил Владимир Зеленский, в результате обстрела повреждено посольство Азербайджана. В случайное совпадение верится с трудом. За последний год Москва сбила азербайджанский гражданский самолет, несколько раз била по нефтегазовым объектам страны на территории Украины. Российские силовики несколько месяцев методично преследовали диаспору, запытав до смерти 2 ее представителей. Недавно Путин просил извинений у Алиева, но, похоже, не очень искренне.
Неожиданно хорошие новости с фронта, из Купенска. По словам начальника управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, в городе остается меньше 50 оккупантов, разрозненных и отрезанных от основных сил. Они находятся под круглосуточным давлением украинских подразделений. Любые попытки подойти или подтянуть подкрепление срезаются украинскими дронами. Ситуация на направлении остается тяжелой, но российский замысел прорваться в южную часть Купенска провалился. Теперь захватчики сместили усилия к северу, востоку и югу от города, пытаясь ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Оскола, но и здесь у оккупантов не выходит. Кольцо вокруг диктатора сжимается. Похоже, для режима Мадуро начался финальный отсчет. Шеф Пентагона объявил о старте операции «Южное копье». Под руководством Объединенной оперативной группы «Южное копье» и Южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие – это территория Америки, и мы будем его защищать. Приказ, по словам главы Пентагона, отдал сам Дональд Трамп. Деталей нет, но ранее стало известно, что к берегам Венесуэлы направился самый крупный в мире авианосец USS Джеральд Форд. На нем базируется несколько десятков боевых самолетов и вертолетов. Его экипаж вместе с летчиками, летным техническим персоналом составляет более 4500 человек. Авианосец сопровождают ракетные эсминцы и другие боевые и вспомогательные корабли. Мадуро, в свою очередь, пытается демонстрировать всенародную поддержку. Они, США, угрожают Венесуэле вторжением. Вы хотите, чтобы они приехали сюда и преследовали нашу молодежь? Поднимите руку, если хотите быть рабами. Поднимите руку, если хотите, чтобы Венесуэла стала колонией гринго с англоговорящими иностранцами. Правда, то же самое в свое время делали и многие его коллеги по диктаторскому ремеслу. Толпа хлопала Чаушеску и Каддафи, но что с ними случилось потом, мы все помним. В ЕС требуют от Украины ответов и гарантий полной прозрачности после того, как вскрылась крупная коррупционная схема в украинской энергетике. Реакции собрала политика, они разные. Одни европейские партнеры говорят: да, неприятно, но это как раз показатель, что украинские антикоррупционные институты работают. Другие требуют четких гарантий. Один из неназванных чиновников ЕС прямо назвал коррупцию отвратительной. Еврокомиссия, по его словам, теперь должна пересмотреть принципы финансирования энергетических программ, а Киеву придется дать больше прозрачности, иначе доверие будет под угрозой. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично заявил, что ждет от Украины быстрых шагов и реальных реформ. В ЕС добавляют, Зеленский должен представить четкий план действий. Брюссель, по оценкам политика, теперь почти наверняка ужесточит условия финансирования. Публично союзники аккуратны, но за закрытыми дверями говорят прямее. Украине предстоит доказать, что помощь используется честно и эффективно. Названа предварительная причина смерти подростка, которого несколько дней искала вся Беларусь. Следственный комитет сообщил, что 14-летний Максим Зинькович, который пропал в минувшую субботу, предположительно погиб от утопления. Мальчик исчез в субботу, 8 ноября, уехав на велосипеде от дома дедушки в деревне Карбовское. Следы оборвались в болотистой местности, где поисковые группы работали круглосуточно. Тело нашли лишь накануне, в четверг, 13 ноября, в труднодоступном болоте возле деревни Нестеровка. В поисках участвовали 2000 человек. Следователи уже взяли пробы воды и грунта, изъяли велосипед, опрашивают всех, кто мог что-то видеть. На теле подростка признаков насилия не обнаружили. Теперь дело за окончательными выводами медэкспертизы. Канцлер Фридрих Мерц жестко прошелся по молодым украинским мужчинам, бегущим от войны. Во время длительного телефонного разговора я попросил украинского президента сделать все, чтобы молодые мужчины, в особенности из Украины, не приезжали в Германию в большом количестве, а служили своей стране. Они нужны там. Мерц подчеркнул, что Германия не может бесконечно принимать людей, которые нужны Украине на фронте, и подтвердил планы правительства урезать выплаты украинским беженцам. Тех, кто приехал после апреля этого года, переведут на более низкие пособия.
Опасная болезнь, о которой в Европе давно забыли, опять косит тысячи людей на другом континенте. В Африке фиксируется самая мощная вспышка холеры за четверть века. Ситуация выходит из-под контроля. По данным Reuters, на континенте уже зафиксировано около 300 тысяч случаев заражения, а число погибших превысило 7 тысяч человек. Африканский центр контроля и профилактики заболеваний говорит прямо: болезнь рвется вперед из-за разрушенных водных систем, хаоса и вооруженных конфликтов. Люди просто не имеют доступа к чистой воде, и это запускает цепную реакцию. Особенно тяжелая обстановка сейчас в Анголе и Бурунди. В Кыргызстане проходят массовые рейды по кафе и ресторанам. Власти заставляют увеселительные заведения закрываться после 22:00. Формально из-за закона о тишине, но реальная причина – энергокризис. В Бишкеке правоохранители появились даже на семейных банкетах и требовали немедленно завершить мероприятие. В Оше местный мэр потребовал закрывать не только бары и кафе, но и компьютерные клубы. Предупреждение хозяевам жесткое: не подчиняться, отключат воду и свет. До этого власти уже ввели ограничения в школах и госучреждениях. Освещение отключают в 19:00 и 18:00 соответственно. В парках и вдоль улиц ночью теперь темно, освещение просто не включают. Министр энергетики упорно отказывается называть происходящее кризисом, но по факту страна входит в зиму с дефицитом энергии, отключениями и жесткими ограничениями, которые власти стараются объяснить ссылками на тишину, а не на проблемы в энергетике. Турцию преследует злой рок. За 3 дня разбился второй ее самолет, на этот раз пожарный, в Хорватии. Самолет Генерального управления лесного хозяйства пропал во время перелета между аэропортами Загреба и Рейка. Позже обломки нашли недалеко от города Сень. Пилот не выжил. На место происшествия пожарные горноспасатели прибыли очень быстро. Туман затруднял работу, но они настолько хорошо знают местность, что оперативно отреагировали на происшествие. Это уже вторая авиакатастрофа турецкого самолета за неделю. Несколько дней назад в Грузии упал военный борт, возвращавшийся из Азербайджана. Тогда погибли 20 военнослужащих. Джефф Безос бросает вызов Илону Маску. Blue Origin вывела в космос гигантскую ракету New Glenn и отправила к Марсу 2 спутника НАСА. Запуск прошел с мыса Канаверал и стал всего вторым в истории компании, но по уровню значимости это настоящий прорыв. Главная интрига была не только в старте. Бустер, башня высотой с 17-этажный дом, не просто ушел в космос, но и идеально вернулся на Землю, мягко сев на плавучую платформу в Атлантике. Для Blue Origin, принадлежащей Безосу, это исторический момент. Раньше подобная технология стабильно получалась только у SpaceX. Маск написал лаконичное поздравление в сети X. Редкий жест для космического соперничества двух предпринимателей. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.